Well, good afternoon, and thank you for the opportunity to be here and to meet you, and to listen, and to learn from you. Добрый день, спасибо большое. Для меня большая честь быть сегодня здесь, слышать то, что происходит, учиться и обмениваться с вами опытом. Изучал русский язык 2 года, уже все забил. And I will speak in English, извините. Извините, я буду говорить на английском. A little bit about our organization and then my presentation. Немного о нашей организации, и далее я приступлю к своей презентации. We're a non-profit, non-partisan think and do tank. Мы общественное негосударственное предприятие, так называемый think tank. And looking at religion and global affairs and how religious freedom is helpful to global security. Мы работаем с религией, с общественной безопасностью и то, как религия воздействует на безопасность общества. Personally, I was in the military, Marine Corps, for 9 years. Немного о себе. Я 9 лет прослужил морпехом. And I worked for an NGO for this NGO for the last 13 years. И в этом НПО я работаю уже 13 лет. So I'm hard-headed and hopefully soft-hearted. Поэтому можно сказать, что я очень серьезен в голове и очень мягок в сердце. Which is basically the approach that I'm going to promote today with this presentation. И сегодня это будет тот подход, который буду, так сказать, рекламировать я в течение своей презентации сегодня. And I should also say that I am familiar with Central Asia, having written my PhD on U.S.-Uzbekistan relations. И я должен сказать то, что Центральная Азия для меня не посторонняя тема. Дело в том, что свою работу PhD я писал о взаимоотношении между США и Узбекистаном. So my job is to present a global context based on my experience, and what I would like to do is to cover the following 3 areas. Сегодня моя задача это озвучить глобальный контекст, и я сделаю это, осветив основных 3 момента. One is global trends and what's the emerging empirical analysis related to religion and religious freedom in our present world. И первый момент это будет глобальные тренды, то, что происходит в исследовании и влияние религии. Second, how is our country, my country, the United States, thinking about this and engaging it? Второй момент это то, как США работает в данном направлении и что они применяют. And then third, I'd like to offer some lessons from countries where we work on how other countries are engaging these global trends. И последний момент это те страны, в которых мы работаем, как эти страны внедряют это на практике. So I'll start with the presentation. This is a picture of Peshawar, in northwest frontier Pakistan, where Al-Qaeda was founded in 1988 or 1990, and consequently America got reintroduced to religion and international affairs. Я бы хотел начать со своей презентации. На картинке вы видите, это Пакистан, то, где в 1988 году была основана Аль-Каида, и в 1990 году, и то, почему в США был снова введен термин сотрудничество в сфере религии. This next slide is a quote from an expert on a field called grand strategy. And grand strategy looks at issues of security. И следующий слайд я бы хотела привести одну фразу знаменитого эксперта, который занимается гранд-теорией. Это та сфера, которая исследует как раз топики сегодня. The point of grand strategy is to harness hard and soft power to preserve the interests and values of the country. И эта теория такова, то, что сочетание строгих и мягких приемов и навыков для того, чтобы сохранять мир в стране. All of the elements of national power, state and society must be combined together to preserve true security. И для того, чтобы сохранить настоящую безопасность в стране, это должна быть комбинация как государственной силы, так и взаимодействия с обществом. Too often,
we focus only on hard power for security and make the situation worse. Часто так случается, то, что мы сосредотачиваемся в основном на основных вопросах по безопасности и забываем про другие моменты. Here's my understanding of the world today. Это мое понимание, то, как я вижу мир сегодня. All of the issues that you see on the right-hand side have two characteristics. И все те термины, которые вы видите с правой стороны, имеют несколько характеристик. There is no single state or non-state actor that can solve any of these issues by themselves. И нет никаких игроков, как политических, как государственных, так и негосударственных, которые в одиночку могли бы решить эти проблемы. So the question is not if, but when you will partner with another state or another non-state, another government or a non-government organization to address global challenges. И вопрос здесь стоит не в том, что если, а в том, когда вы начнете сотрудничать с другими государственными или негосударственными, с НПО или из сектора не НПО, когда вы начнете сотрудничать с такими организациями. I believe the defining characteristic of our century is the process of partnership. И я считаю, что определяющим моментом для нашего века является партнерство. How will you operate in the middle of the Venn diagram with all the circles and work with and coordinate with all the different state and non-state actors that are there? И то, как вы будете сотрудничать, как вы будете работать в такой ситуации, когда вы будете в центре этой диаграммы, окруженной неправительственными и правительственными организациями. And so inherently, as an individual or as an institution, in state or society, И как организация или же как индивидуал в данном сообществе, you have to have a philosophy or even a theology of the other. у вас должна быть философия или даже теология другого. If I want to solve those global challenges, I have to work with somebody who does not look like me or pray like me. Для того, чтобы решить эти проблемы в мире, я должен работать с теми, кто не обязательно думает так, как я, или не обязательно молится так, как я. This is not a soft issue. This is a hard-headed, realpolitik understanding of the world that we live in. И это непростое понимание, это та на самом деле существующая сложная ситуация, с которой мы столкнулись сегодня. So it's very important to understand how you think. Before you get into any discussion that we have today, it's very important for you to have your own framework for how you consider the other person who is not like you. И для того, чтобы вступить в этот диалог, вступить в эту работу, вам необходимо для себя определить то, в каком направлении вы думаете, то, как вы понимаете о тех людей, которые отличаются от вас. I happen to be a Christian. Так случилось то, что я христианин. And if I'm to follow my own advice, I have to look at my own holy scriptures and what they teach about the other. И для того, чтобы определить свое понимание, свою точку, я должен посмотреть на те священные писания, которые представлены в моей религии. So no matter what you think about my theology or my morality, it's important that you understand how I think about the other. И не важно, как вы понимаете мою теологию или мое мышление, важно то, как вы представляете, что я думаю о вас. So in my holy scriptures, Jesus И в наших священных писаниях Иисус he is a male from the majority culture. разговаривает с представителями других культур. And he talks to a woman in midday who was a prostitute. И в середине дня он разговаривает с женщиной, которая была проституткой, Who was from an ethnic religious minority. которая является представителем этнической группы. That's my model. If that is my command in my faith, I have to live that out with other people who do not look or pray like I do. И это моя модель. Если следовать этой модели, если следовать этому мышлению, которое представлено на данной картинке, это то, как я буду работать с другими людьми, которые думают иначе и молятся иначе. And again, if you understand the process of partnership to be a practical process, you have to look inside your own heart
И если партнерство вы оцениваете так, как работа с другими людьми, вам необходимо прежде всего заглянуть в себя, to decide how you're going to engage the other person or organization or state that you must partner with to tackle a common problem. И для того, чтобы понять, как работать, как сотрудничать с той организацией, с которой вы собираетесь работать для решения единой проблемы. This is also important because we happen to live in a religious world. И это тоже важно, так как мы живем в религиозном мире. This is Gallup polling from 2009. И это картинка с 2009 года. In the countries where they polled, the green parts, over 80% И в тех странах, где зеленые партии порядка 80%, believe in something greater than themselves. там, где они верят во что-то более великое, чем они сами. It is impossible to segregate religion to one sector or one ministry or one discipline. Невозможно сегрегировать религию в одно министерство, в одну дисциплину или в одно представляющее агентство. Religion permeates all sectors, state and society. It's whether we choose to recognize it. Религия, она относится ко всем представителям как общества, так и государства, и то, как мы ее понимаем. So here's a picture of my friend Brian Grimm, who is probably the world's top sociologist on religion. И эта картинка, это фотография моего друга, который является одним из ведущих социологов в сфере религии. He's giving a talk that you can watch online called a TED Talk at the Vatican a month ago. И это его речь на мероприятии TED, который вы можете посмотреть в режиме онлайн. But to summarize the global empirical trends in 2 or 3 sentences, this is what he said. Но для того, чтобы суммировать все глобальные тренды в эмпирическом подходе к религии, то, что он сказал кратко. 84% of the world, according to his statistics, believe in something greater than themselves. Порядка 84% людей в мире верят во что-то более великое, чем они сами. 75% of those believers live in places where their freedom of conscience are restricted. И 75% из них живут в тех местах, где свобода в некотором плане ограничена. When religious freedom is restricted, Где религиозные верования ограничены, there is less economic development, там меньше экономического развития, less women's empowerment, меньше женского участия and more political instability. и больше политической нестабильности. And again, this is empirical, nonpartisan, sociological data based on the best information that's available. И это та эмпирическая, открытая, несекретная информация, которая доступна. So here are the 5 lessons I've learned over the past 13 years working on these issues around the world. Это то, чему научился я, работая в данной организации последние 13 лет. First, all religion is local, and the situation is either improving or it's getting better, or it's getting worse. Все религии локальные, и ситуация либо улучшается, либо ухудшается. If religion's been a part of the problem, it has to be a part of the solution. Если религия является частью проблемы, она также должна быть и частью решения. Which is also to say, only the very best of faith defeats the worst of religion. И это к тому, что для того, чтобы решить проблемы, нужно с ними столкнуться впрямую и подходить к ним с точки зрения религии. When you go back and check your own holy scriptures from your own tradition about what it says about the other, that prevents somebody from manipulating your faith into a religion that validates violence. И прежде чем принимать какие-либо решения, стоит проверить ваши священные писания и как в них написано сотрудничать и обращаться с другими людьми. Поэтому необходимо сначала просмотреть это для того, чтобы не стать представителем религии, которая прославляет насилие. And the only way to change the behavior
of governments that repress religious freedom or actors that manipulate religion for violence is to change a mindset. И единственное решение для того, чтобы работать с государствами, которые не открывают, которые ограничивают права в религии, или же с теми партиями, которые пытаются манипулировать мировоззрением людей через религию, это изменять мышление. And only education and training changes a mindset in order to change behavior. Но только образование и только тренинги меняют мышление для того, чтобы в дальнейшем влиять на поведение. So where does that take place? И где же это происходит? And the last thing that I've learned is it has to take place where government, top down, and grassroots, bottom up, work together to solve these common challenges to society and state. И опять же, из собственного опыта я понял то, что ситуация такая лишь в тех местах, где государство воздействует сверху, а неправительственные организации, они поддерживают эту инициативу снизу. Таким образом, сотрудничество и работа идут с двух сторон. So here are some lessons. Well, one more point. The choice, I think, for society as individuals is that we can tolerate or celebrate people who are different than us. И с точки зрения общества мы можем либо толерантно относиться, либо приветствовать людей, которые думают или молятся иначе. And the choice of governments or states is do I assimilate or integrate? А с точки зрения государства это процесс ассимиляции либо процесс интеграции. Assimilation means the minority has to look like the majority culture. Процесс ассимиляции означает то, что меньшинства должны выглядеть так же, как и большинство. Integration says we invite and we celebrate the ethnic or religious minority as a full citizen equal to the majority culture. Процесс интеграции – это когда мы приглашаем этнические и религиозные меньшинства участвовать на равных правах в обществе в целом. And this is a summary of what that looks like, top down and bottom up, equipping governments and educating citizens to exercise that freedom responsibly. И это та модель, которую я говорила, от воздействия государства сверху и неправительственного сектора, общества снизу. Now, those are the global trends. How has my country, as one example, reacted to this? И это глобальные тренды. И моя страна, как один из примеров того, какова была реакция. And there is much room here for humility. И здесь очень много чего стесняться. There were 4 ironies to the attack on our country on 9/11. И были 4 иронии до атаки 9 сентября 2011 года. We had been warned. The World Trade Center had been attacked before in 1993. У нас было предупреждение до этого об атаке в 1993. This is an aircraft carrier in the harbor of New York City Harbor. If that carrier had been there that day, on September 11th, it could not have prevented the attack. И это та система обороны, которая должна была присутствовать там. Если бы она была там, то атаки бы не произошло. In other words, traditional hard power could not provide for the national security. И, это один из примеров того, что тяжелое оборудование оно не может обеспечивать стопроцентную безопасность государства. We were attacked by people who claimed to be religious when we had been taught in international relations classes that religion was dead. На нас напали люди, которые говорили о том, что они представители религии, в то время как на уроках международного отношения нас учили тому, что религия мертва. And we were a great power, a great state that was attacked by a non-state from the bottom up. И мы были очень великой силой, большим государством, которые атаковали с самого, можно сказать, низу, неправительственная какая-то организация. So how have we reacted to this? Какова же была наша реакция? This speaks to your region. Here is our guiding policy for Afghanistan and Pakistan. И если говорить о вашем регионе, это то, какова наша политика в отношении Афганистана и Пакистана. How many times do you think the words religion or faith or Islam is mentioned in this document?
Как вы считаете, как часто слова религия, вера и ислам упомянуты в данном документе? Zero. Она просто не упомянута, 0. This is the policy guidance for the Department of Defense. И это система управления для Департамента по обороне. How many times is religious freedom or religious engagement or faith mentioned in this document? Как вы считаете, как часто упомянуто слово свобода религии, вероисповедания упомянуто здесь? It's not a trick question. Zero. Опять же, это такой же легкий вопрос, она не упомянута. Here's the guidance for the State Department. И это для государственного департамента. Again, no mention of religious freedom or religious engagement. И опять же, никакого упоминания о свободе религии, вероисповедания или же включения. Here is an action plan for women in peace and security, which is much needed, which brings the role of women into these kinds of discussions. И это план действий по включению женщин, мира и безопасности, By our White House. который был создан нашим Белым домом. And once again, religion, faith, religious freedom, religious engagement is not mentioned at all. И опять же здесь не упомянуты такие понятия, как свобода религии, свобода вероисповедания, религия, вера и так далее. Here's the great teacher of realpolitik. How many times does he mention religion in this book of 900 pages? И это великий учитель политики. Его книга на 900 страницах. Как вы считаете, как часто он упоминал это слово здесь? Another zero. Опять же, практически нет. Опять же, 0. It's hard to think about, let alone analyze, the role of religion in international affairs, because we have all been trained by secularists who don't allow for its place in society. Весьма сложно принимать во внимание религию в международных отношениях, в том числе анализировать ее, в то время как нас учили то, что не стоит обращать внимание на такие моменты. The argument that I'm making here today is simply religion has to be at least an analytic factor in considering security issues at the intersection of hard and soft power. Но то, что я пытаюсь рассказать сегодня здесь, это то, что необходимо учитывать религию в то время, как мы пытаемся говорить о безопасности и о том, как учитывать ее в этом процессе сочетания силы. So, how do you think about this? Here is a picture of us having a conversation with Madeleine Albright, who wrote a book on Almighty and Mighty, about religion and international affairs. И здесь изображена фотография того, как мы в процессе дискуссии обсуждаем книгу, которая называлась «Всемогущий и могущий», о том, как важна религия в международных отношениях. And we're talking about what does it mean to steward a spiritual citizenship, a global citizenship, and a national citizenship. И здесь мы обсуждаем со Стюартом, как он считает, что такое духовное гражданство, что такое государственное гражданство и что такое гражданство. In this picture, we're convening our military to talk about how they do religious engagement. You have to create a space to have this conversation because it's so hard to talk about. И здесь мы обсуждаем это с нашими военными ведомствами, о том, как создавать пространство для религиозных обсуждений, о том, как включать это в свою деятельность. And in this one, we're convening women. This was earlier this year to talk about how they contribute to peace and security. И здесь мы с женщинами о том, какой вклад они внесли в развитие мира и безопасности. All of these initiatives are quite cutting edge in the American context of the academy and of policy. И все эти картинки, все эти действия, все эти программы, это, так сказать, край американской дипломатии. And once you have a space, you have to produce some scholarship to help people think about it on their own. И когда вы создаете пространство для этого, вам необходимо еще создавать некоторые стипендии для того, чтобы люди начинали об этом задумываться. So this year we celebrate the 10th anniversary of the best journal in the world, the Review of Faith and International Affairs.
И в этом году мы празднуем десятилетие одного из лучших журналов, который рассказывает о мире и международных отношениях. It's the best journal on this issue because it remains the only journal on this issue. Это самая лучшая публикация, самый лучший журнал по этой тематике, потому что на данный момент он единственный. We just published a book called Religion and Security with Routledge Press. И недавно мы опубликовали книгу, которая говорит о религиозной безопасности. And another book called Religion and Foreign Affairs. И следующая книга – это «Религия и международные отношения». And then we got asked, because of this emerging expertise, to work with our government in a new dialogue called the Strategic Dialogue with Civil Society. И так как это только развивающаяся тематика, нас пригласили поработать с нашим государством для развития стратегии, которая называется «Стратегия по развитию гражданского общества». So the State Department, top-down, invited civil society organizations, bottom-up, to speak into how American foreign policy is formed and informed. И Государственный департамент, как представители государственных органов сверху, пригласил представителей неправительственного сектора для того, чтобы поддержать эту инициативу, так сказать, снизу. And I serve as the chair or the senior advisor for religion and foreign policy to Secretary Clinton and now Secretary Kerry. И я непосредственно работал с государственным секретарем Клинтон и сейчас государственным секретарем Клинтон как руководитель группы по изучению религии и международных отношений, международной политики. And then we've also formed a group of NGOs that are working bottom up and asking the government to come to our meetings, the top down. Также мы сформировали группу неправительственных организаций, неправительственного сектора, которые работают в этом направлении в режиме снизу, и приглашаем также представителей государственного сектора для того, чтобы поддержать инициативу сверху. And here we are in Capitol Hill having discussion about religious freedom and American foreign policy and those kinds of things. И здесь мы на данной фотографии в процессе обсуждения свободы религии в Capitol Hall. So, that's the global trends. That's how America has reacted to it. We are reacting humbly because we have a lot to learn and listen to because of the way we've been taught. И это глобальные тренды, которые происходят в мире на сегодняшний день, и то, какова реакция Соединенных Штатов на данные тренды. Ну и, конечно же, наш опыт весьма скромен, потому что нам есть еще чему поучиться. So I conclude with this last section on what have we seen working outside our country around the world. И я хотела бы заключить свою презентацию, рассказав о том, что я видел за пределами США, когда работал по данному направлению. Especially in places where they don't happen to like Americans. Особенно в тех местах, где произошло так, что они не особо симпатизируют Соединенным Штатам. This picture is taken from the West Bank in Bethlehem. И эту фотографию я сделал в Вестбанке, западном берегу. This is a picture taken September 12th in Tunis of this past year. И это сентябрь прошлого года, фотография была сделана в Тунисе. We were meeting with Salafis from around the Middle East. Мы встречаемся с представителями салифата на Ближнем Востоке. And I'm sitting next to a Libyan Salafist the day after our ambassador is killed. И я сижу непосредственно рядом с либийским салифом с Ливии, салафитом с Ливии, как раз сразу на следующий день, когда был убит наш посол. Who is my neighbor? How do I engage them? What do my holy scriptures say? Кто здесь сидит по соседству со мной, рядом со мной, что говорят мои священные писания, как я должен сотрудничать и работать с ними? And they had the same issues, it turns out, in China. Here's a picture of us meeting with Muslim leaders in Kashgar. И эта фотография уже была сделана в Китае, когда мы встречаемся с представителями мусульманства в Кашгаре. And here is a conference we did in Beijing where we had different provinces compare
what their policies were toward their Muslim minorities and what was the best policies. И здесь эта фотография была сделана уже в Пекине на большой конференции, куда были приглашены различные представители различных, как сказать, областей Китая. И в зависимости от того, как эти провинции работают с меньшинствами представителей исламской религии в своих регионах и какова лучшая практика. We're also working with the Chinese on Tibet. А также мы работаем с Китаем по вопросу Тибета. And we are doing 10-day certificate programs on religion and the rule of law, educating people from many different sectors about how they can think about it in their own cultural context. Также мы делаем тренинги, в итоге которых участники получают сертификаты о вопросах религии и законодательства, о том, как работать в этих направлениях и как люди могут принимать участие. In Vietnam, we work from the top down. This is a meeting with the president. В Вьетнаме мы работаем по системе сверху, и это встреча с президентом. And here is a meeting last week at the Vietnamese embassy in Washington, where we briefed the internal think tank of the Communist Party on how to think about engaging religious minorities. И эта встреча уже проходила в Вашингтоне, в посольстве Вьетнама в Вашингтоне, когда мы проводили брифинг для представителей коммунистической партии о том, как они могут работать с меньшинствами представителей религии ислама. Briefing with me is a fellow NGO, Brian Grimm, the person who gave the talk at the Vatican that I cited earlier. И здесь как присутствую я, так и мой коллега Брайан, который выступал в речи в Ватикане, который я упоминал ранее. And also two officials from the State Department from the Strategic Dialogue. И два представителя Государственного департамента по стратегическому диалогу. We've had national conferences in Vietnam about religious minorities, talking about how they contribute to the well-being of all society. И здесь в Вьетнаме у нас проходила конференция по тому, как религиозные меньшинства рассказывали, каков их вклад в развитие и процветание. And that gives us access to the bottom up in the provinces. И это дает нам доступ к представителям более низких организаций в провинциях. Where we're doing conflict resolution training within religious minorities to prepare them to engage the government officials at the local level. И здесь мы работаем по резолюции по решению конфликтов, о том, как данные организации могут работать и привлекать представителей местной власти. And lastly, here's a picture from Laos where we're working with government officials and local religious leaders. И здесь фотография с города Лаос, где мы работаем с представителями государственной власти и также с представителями неправительственного сектора. And they are asking us to organize seminars to provide feedback on their religious freedom laws. И они попросили нас провести серию семинаров по тому, чтобы дать оценку закона о религии. And we are now working with them to develop peace-building teams of government and religious leaders to prevent conflict among minority faiths and the majority culture before they happen through additional training. И в последующем мы будем работать с ними для того, чтобы проводить тренинги для представителей меньшинств, для того, чтобы избежать конфликтов с основной культурой в будущем. So, in conclusion, И в заключение, here's what I think we're working for. это то, что я считаю, чего мы хотим, считаю, достичь. This is a dinner that my friend, a Deobandi Muslim in Peshawar, Pakistan, put on for me and his friends. И на этой фотографии мой друг с Пакистана, он сам мусульманин, и он дает обед. I thought it would be a Muslim-Christian dialogue. Я решил, что это будет диалог между мусульманами и христианами. And he invited the other minority faiths in his town, the Hindu, the Sikh, the Ismaili. Но он пригласил представителей также других религиозных меньшинств, хинди, сикхов и так далее. And the next day after the conference, the Hindu and the Sikh came to me and said, we want to apologize for taking twice our podium time.
И на следующий день после конференции представители хинди и сикхи, они подошли ко мне и извинились за то, что они заняли намного больше отведенного им времени. But it was the first time that we could speak as fellow Pakistanis and as Sikh and Hindus to our friends, the Muslims. Но это было первый раз, когда мы, как представители хинди и сикхов, но все граждане Пакистана могли в открытую разговаривать с представителями ислама. So my last slide, some ideas that emerge out of all of these three parts of my discussion. Мой последний слайд для того, чтобы суммировать свою презентацию. Is there a place for a regional discussion here in Central Asia? Здесь, в Центральной Азии, имеет место для дискуссии межнационального размера. One that relates religion to culture and the rule of law and maybe a certificate program. Первое – это отношение религии к культуре и к законодательству. Are there need for additional training like conflict resolution, like training minorities how to engage their governments, minority awareness with governments? Do those things need to be done? Возможно, есть необходимость проведения тренингов, как меньшинствам работать с представителями государства по разрешению конфликтных ситуаций, по тому, как принимать большее и более активное участие в более крупномасштабных проблемах. That's where I'm anxious to listen to and learn from you. И здесь я присутствую именно для того, чтобы послушать то, что вы думаете об этом, и для того, чтобы научиться у вас. And as a representative of this working group with the State Department, и как представитель рабочей группы от Госдепартамента, and as the co-chair of the NGO roundtable that meets with Capitol Hill, и также как руководитель проекта неправительственного сектора по круглому столу с государственным сектором. it would be interesting to hear your thoughts on whether there should be interface between those two organizations and meetings and people in Kazakhstan. И здесь я хотела бы услышать также ваши перспективы, ваше мнение о том, как данные две организации могли бы сотрудничать и работать с людьми в Казахстане. Thank you for your patience and for the willingness to listen to my presentation in English. Спасибо большое за ваше время и за то, что вы уделили ваше внимание мне и слушали мою презентацию на английском языке.